наконец-то мы с вами дошли до цыганских трюков. И цыганские трюки, я имею в виду под цыганскими трюками цыганское падение, которое выполняется с разворота, и цыганки падают в зависимости от своих способностей. Кто-то на колено, кто-то прямо на плечи, кто-то с мостиком, с прогибом, кто-то просто распластывается, так сказать, по земле. Всегда это очень красиво, всегда это очень эффектно смотрится. Но главное здесь нам начать учиться просто с падения на коленку, потому что, в принципе, это уже вполне себе сильный эффект создает, когда мы после быстрого темпа еще как бы поменяли положение в пространстве. Это будет красиво в любом случае. Давайте посмотрим, как выполняется прежде всего разворот для цыганского падения. Здесь нам уже нужно развернуться полноценно на 360 градусов. Для этого мы прыгаем на скрещенные ноги, присогнутые в коленках. Дальше мы скручиваем тело в сторону обратную от поворота, от стороны поворота, куда мы будем поворачиваться. Но, внимание, скрутка у нас строго по горизонтали. Мы не перекашиваемся в вертикали. Скручиваемся вот так вот достаточно сильно. Следим, чтобы линия бедер и линия плеч была параллельно полу. Дальше уводим руки тоже в ту же самую сторону. Затем мы отпускаем пружину скрутки, разворачиваемся, переставляем ногу и опускаемся на коленку. В чем здесь секрет? Секрет четкости цыганского падения заключается в том, чтобы найти максимально короткий путь от нашей исходной точки, так сказать, нашей обычной позиции в танце и точки приземления на полу. Самый короткий путь, он будет самым четким, самым эффектным и самым безопасным. Как это ни странно звучит, лучше всего тело находит вот этот вот путь с прыжка, поскольку здесь нам помогает закон гравитации, который притягивает тело к земле. Итак, что мы делаем? Развернулись. Дальше чуть-чуть подпрыгнули и опустились на мягких ногах, на мягких коленках, опустились четко, ровно, точкой под собой. Вот. Какие здесь еще могут быть хитрости и моменты? Да, в принципе, никаких. Это просто как все гениальное, это трюк. А это значит, что его выполнить может абсолютно любой, поскольку здесь только повторение, повторение, повторение. И в конце концов вы это все делаете. Больше здесь ничего нет сложного. Новичкам, конечно же, прыжок стоит соизмерять со своими возможностями. И можно даже сделать вот этот вот прыжок, не отрывая носков от пола, просто слегка как бы тело приподнять, хотя бы какую-то долю секунды почувствовать вот эту вот невесомость, чтобы его опустить вниз четко. Юбка здесь у нас сначала идет в противовес, так как она, соответственно, вместе с руками уходит в сторону обратную от поворота, а дальше следует за телом в повороте. Да, еще какой здесь важный момент, наверное, но это больше относится не к падению, а к развороту. Чтобы скорость была быстрее, во время разворота руки лучше прижимать поближе к себе. Тогда скорость будет быстрее, и у вас больше будет времени сориентироваться в точке. Здесь я подхожу к самому простому для меня в исполнении элементу и, к сожалению, к самому сложному в объяснении. Поскольку я тряску освоила лет 20 назад, занимаясь восточными танцами, и хотя техника выполнения восточной тряски отличается от цыганской, наверное, сложности в освоении примерно одинаковые, хотя я, как уже сказала, я уже и не помню об этих сложностях.
Но сначала от отличий. Если кто-то уже как бы знает тряску восточную, он вполне ее может использовать на первых этапах для цыганского танца. Но различие заключается в чем? Если в восточном танце у нас лопатки приводят в движение именно грудь, в цыганском это движение называется не тряска грудью, а бой плечами. Здесь у нас работают плечи. Но в любом случае секрет четкого и чистого исполнения в изоляции движений. Как этого достичь? Давайте попробуем такой вариант. Я сразу предупреждаю, он очень неграциозный как сказать, он очень неграциозный на стадии обучения, но пускай будет неграциозно в учении, зато грациозно в бою плечами. Давайте сначала с вами попробуем сделать вот это прыжками. Выносим вперед поочередно правую и левую часть тела вместе с руками. Не смейтесь, пожалуйста, мне самой смешно. Затем мы постепенно отключаем ноги, бока, руки. И вот у нас остались только плечи. И дальше же, когда мы строго изолировали движение, мы уже можем добавлять работу кистей. Она у нас будет как бы идти независимо от движения плечами. Ну и также с этими плечами можем двигаться, крутиться вокруг себя и вообще делать все, что нам вздумается. Кто уже хорошо освоит эту тряску, постепенно может довести ее прям, знаете, до такой, до дрожи. То есть сначала ее достаточно выполнять в медленном темпе, главное четко следить за изолированностью, чтобы движения были изолированы. Потом темп наращивать, и уже топом выполнения этого элемента будет именно не тряска, а вот такой как бы озноб, дрожь плечами. И на самом деле уже, когда вот мы дойдем до этого, до озноба, до дрожи, в оригинальном цыганском танце обратный порядок. Движение начинается с такого как бы с озноба, который усиливается, и уже в конце вместе с музыкой приводит вот к такой к очень сильной вибрации. Это движение почему выучить нужно обязательно? Потому что оно, один раз освоив его, вы получите контроль над усталостью во время танца, поскольку оно практически не требует физических усилий, да и умственных тоже. Собственно говоря, на этом, как только чувствуете, что устали, у вас не хватило дыхания, смело вставляете тряску. На нее можно смотреть как на огонь, на воду и на небо бесконечно долго. Поэтому вот так вот. Ну, а у нас с вами как бы эта тряска была на колени, да, и какой еще важный момент, что еще можно важного сказать про тряску, как раз здесь у нас вполне себе подходящий момент для пресловутой игры со зрителем. Здесь мы можем во время этой тряски пококетничать, потребовать себе аплодисментов, подняться с тряской и покрутиться вокруг себя, показать себя с одной стороны, с другой стороны, ну, в общем, вставить вот этот обязательный элемент танца, игру со зрителем. И у нас остался совсем последний кусочек, очень маленький, но крайне важный, поэтому, чтобы не растягивать как бы до бесконечности свои видео, давайте прямо вместе с тряской, сразу после тряски его и выучим. Это концовка. В концовке мы можем использовать, по идее, абсолютно любое прыжковое, энергичное, емкое движение, поскольку но есть одно маленькое но. Это конец танца, сил у нас уже практически не осталось, а выполнить концовку нужно на максимально высокой ноте, на самой высокой ноте как бы танца, соответственно, музыки, как я уже говорила. Поэтому на начальном этапе, когда мы только учим
цыганский танец и еще не наработали себе вот эту вот выносливость, давайте немножко схитрим. Вместо полноценного движения будем делать вот это. Стоя в 3/4 к зрителю, мы будем поочередно выносить внешнюю ногу на носочек вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Не прыгая, а всего лишь отрывая пятку опорной ноги и как бы имитируя прыжок. Но уж тут придется вложиться как следует юбкой. Она у нас будет одна поднятая за головой, а вторая открываться и закрываться, рисуя восьмерку объемную в воздухе. И концовку мы сделаем ту же самую, которой мы выходили. То есть не 360, а всего 180 градусов, довернувшись до конца только корпусом и головой. Вот, все, танец у нас закончен. И в следующем видео мы с вами посмотрим, что у нас в результате получилось. В следующем видео запишу танец целиком. И жду ваших комментариев, вопросов и лайков, если вам нравятся эти уроки, если все понятно и все получается. Увидимся в следующем видео.